Привет, друзья! Специальные технические средства и механизмы, применяемые человеком для выполнения сложных задач, совершенствуются с каждым годом. И порой появляются такие необычные модели, которые способны заинтересовать даже самого искушенного зрителя. Сегодня посмотрим на 10 оригинальных моделей спецтехники и узнаем, как они работают. Поэтому усаживайтесь поудобнее и поехали! Пожарный робот Termit T3. Спроектированный и изготовленный компанией Houf Houf, этот сверхмощный пожарный робот с низким центром тяжести и широким шасси способен заменить пожарный расчет, когда нет возможности добраться к очагу пожара, либо же при воздействии теплового излучения. Гусеничной базой этого малыша служит робот-сапер, который состоит на вооружении военных сил США и представляет собой небольшой гидрант на гусеничном ходу. Управляется он дистанционно и способен перемещаться по пересеченной местности, выдерживая воздействие экстремальных погодных условий. Также к этой технике возможно подключение дополнительного спецоборудования и камер видеонаблюдения. Машина имеет габариты 2 на 1,5 метра и имеет довольно большой вес в целых 750 килограмм. Хотя такая масса не мешает ему с легкостью справляться с препятствиями и проходить по бездорожью. Дорожная машина Road Zipper. Это техника, использующаяся людьми для изменения пропускной способности дороги, без изменения самой дороги. Иначе говоря, Road Zipper умеет переставлять бетонные ограждения, которые разделяют полосы движения в режиме реального времени, без проведения каких-либо сложных инженерных работ. Машина просто едет над ограждениями и смещает их на определенное расстояние, благодаря расположенному под днищем S-образному захвату, меняя тем самым количество полос и их широту. То есть такая нехитрая система просто подхватывает блоки и переносит их на необходимое расстояние. Применяется такая техника преимущественно на мостах и в тоннелях, хотя ей легко найдется применение и в других местах, где пик трафика смещается в зависимости от времени. Road Zipper может смещать ограждение на расстояние от 1 до 7 метров, при этом движется со скоростью от 8 до 16 км в час. На этих машинах стоят двигатели мощностью в 150 лошадиных сил, а управляют этими повелителями полос обычно 2 человека. Робот Guardian GT – незаменимый помощник человека. А это изобретение, которое создано американской компанией Sacas Robotics, назвать экзоскелетом можно лишь с очень большой натяжкой. Ведь все-таки человек в него не облачается, а может находиться от робота на значительном расстоянии. В остальном философия та же – машина становится глазами и руками человека. И довольно сильными руками. Двухметровые конечности Guardian GT с невероятной плавностью и точностью повторяют человеческие движения, при этом каждая конечность поднимает до 225 кг, а затем поворачивается и манипулирует самыми деликатными предметами. Скорость движения базы при этом достигает до 6 км в час. Оператор получает изображение с камер робота на шлем виртуальной реальности и совершает движения, которые машина повторяет с высокой точностью, вплоть до нажатия кнопок или переключения тумблеров. На сегодняшний день эта техника незаменима при проведении работ в опасных для человека средах, например, в условиях высокой радиации или химического заражения. Тоннелепроходная машина TMB S867. Также известная как крот, используется для строительства тоннелей в твердых или мягких породах и является одним из тех случаев, когда принцип действия машины был взят у самой матушки природы. Работает данная буровая установка примерно так же, как копают землю черви.
Отработанный грунт машина пропускает через себя, срезая целые пласты при помощи специальной бурильной установки. Стоимость строительства тоннелей при помощи этой техники выше, чем традиционными методами, однако дополнительные расходы могут быть компенсированы более высокими темпами продвижения, а также благодаря воздействию машины на окружающий грунт, создается гладкая стена, что снижает стоимость облицовки тоннеля и подходит для использования в городских районах. Строить такие установки довольно дорого, а еще сложнее их транспортировать на рабочее место. Диаметр бура составляет почти 8 метров, а вот длина всей установки превышает 120 метров. Весит аппарат 660 тонн. Экскаватор-амфибия или земснаряд. Земснаряды американской компании Aquarius Systems предназначены для очистки дна узких каналов, а также способны заниматься чисткой рек и водоемов, берега которых заболочены. Обычная техника туда даже подъехать боится, однако этой амфибии все нипочем. Оснащенный дизельным двигателем на 1350 лошадиных сил и топливным баком на 1200 литров, эта техника использует свою мощную и точную гидравлическую стрелу для легкого выполнения различных задач и позволяет выполнить практически все, что вам нужно, с максимальной глубиной погружения до 16 метров. Достоинствами машины являются кабина с полным поворотом и экскаваторный ковш с функцией обратная лопата. Они установлены на понтон в форме прямоугольника, за счет чего аппарат способен плавать по поверхности воды, как обычный плот. Также машина оснащена 3 ногами с необычными сдвоенными колесами и гидроприводом, благодаря которым она может двигаться по берегам узких каналов. Кабина оснащена кондиционером и обеспечивает комфорт и обзорность, необходимые для работы экскаватора в течение долгих часов. А эргономичное расположение различных органов управления гидравликой и система GPS-навигации делают работу оператора удобной и простой. Робот Эрра для переработки бетона. Снос бетонных конструкций является довольно грязным делом, ведь процесс требует не только тяжелой техники и облаков пыли, но и приводит к образованию гигантских куч щебня, которые потом необходимо отправлять на свалку. Студент шведского института дизайна Амер Хачимираглу разработал робота под названием Эрра, который используется для разрушения и переработки конструкций из бетона. Но в отличие от стандартной демонтажной техники, он не крошит стены тяжеленной гирей, а воздействует на них водной струей. За счет сильного напора под большим давлением, застывший бетон просто вымывается, оставляя только арматурную сетку. Установка этого оборудования практически бесшумная и при работе не выделяется пыль. Однако минусом такой машины является потребление большого количества энергии, а также воды. В дальнейшем весь собранный бетон идет на переработку, после чего годится для повторного использования. А эта машина носит название Клаувлер 78. Является очень компактным роботом-подъемником, который управляется оператором с помощью удобного пульта управления и отличается высокой маневренностью и способностью проникать в такие труднодоступные места, в которые аналогичные машины с превосходящими габаритами просто не смогут попасть. То есть, имея ширину всего в 95 см в сложенном виде, он с легкостью проберется на задний двор через маленькую калитку. А после того, как разложится, то может с легкостью поднимать грузы на высоту до 24 метров. Такая техника довольно актуальна для компаний, занимающихся обслуживанием деревьев, компаний по очистке окон и кровельных работ, маляров и электриков, а также обслуживание объектов и пунктов проката, ведь с легкостью заменяет менее эффективное оборудование, такое как лестницы либо строительные леса. Самая маленькая демонтажная машина Броук 90. Команда инженеров компании Броук создала лучшую из универсальных машин, представленных на рынке работ по разрушениям в ограниченном пространстве.
В базовой комплектации эта техника весит всего 830 кг, являясь маленьким, легким и достаточно мобильным устройством. Машина предоставляет пользователю возможность быстрого демонтажа и разрушения в тех местах, где ранее могли использоваться только ручные инструменты. Она совмещает компактное шасси, мощный 11-киловаттный электрический двигатель, который позволяет устанавливать молот весом до 120 кг, и специально разработанный трехсекционный манипулятор длиной 3,6 метра, устойчивый к ударным нагрузкам. Данный робот может транспортироваться в кузове грузовика, в обычном лифте и по лестничным пролетам, а его маленькая гусеничная база в 78 см позволяет проходить почти в любые узкие проемы. В своем запасе эта техника имеет большой набор съемного навесного оборудования, такого как гидромолот и гидравлические клещи, измельчитель и ковши разного объема. Цепной траншей-копатель для погрузчиков Simex CHD-120. Цепные траншей-копатели CHD-120 предназначены для точного рытья траншей секциями на мягких и смешанных грунтах. Имея рабочий вес в 780 кг, он идеально подходит для установки на погрузчике с бортовым поворотом и позволяет точно вырезать траншеи с заданным контуром, что делает его универсальным решением для различных земляных работ. Разгрузочный шнек с правой стороны и устройство для расчистки траншей обеспечивает ее чистоту, а ползун отвечает за максимальную устойчивость, независимо от глубины канавы. Максимальная же глубина рытья равняется 1 метру 20 см, а базовая ширина 15 см. Однако при желании ширину можно изменить по запросу на 20 и 25 см. В общем же, это оборудование отличается высокой эффективностью и надежностью и гарантирует профессиональный результат при каждом использовании. Экскаватор X5620 от японской компании Hitachi. Тяжелый гидравлический экскаватор X5620 хорошо подходит для работ на добывающих карьерах, а также для интенсивных земельных работ больших объемов. Удобство работы оператора и отличные рабочие характеристики – все это реализовали японцы в данной модели, благодаря применению последних инженерных разработок. Например, машина обладает эксплуатационной массой 527 тонн, используя два электродвигателя, которые обеспечивают номинальную мощность в целых 1720 лошадиных сил при 1800 оборотов в минуту. Техника оснащена ковшом на 34 кубометра, который может рыть котлованы на 9 метров в глубину. Также производители напичкали технику разнообразными хитрыми системами, например, контроллерами для оптимальной нагрузки на узлы, либо же датчиками для полной диагностики состояния машины прямо с офисного компьютера кабины. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!